Привет, привет, девчонки и мальчишки. Привет с наших орхидейных полочек и стеллажей и подоконников. Девочки, ну вот, готовимся к новому цветению, к летнему цветению. Что-то еще продолжает цвести. Это красавчик горизонт. Пообрезала цветоносы. Вчера был полив полочек на этом стеллаже. Вот конкретно этот стеллаж пролит был и протерты листики цирконом. Да, очень редко, но иногда перед холодами или перед жаркими сезонами просто необходимо поддержать цветочки, пролить хотя бы раз в месяц циркончиком. 4 капельки на литр очищенной тепленькой водички. Вчера я прям взялась и осуществила этот полив. Девочки, 2 орхидеи у меня есть. Франгмеи Black Piano, которая не цветет как Black Piano, а просто розовым. Я все думаю, смотрите, какие корни мощные, все думаю, что мне с ним делать. Может, кто-то его приютит, и жалко его куда-то определять, как, знаете, как чемодан без ручки. И вот еще один такой же красавец, ну не фрагмеи, а именно точно так, не процвевший по сорту, и хороший такой кустик. И вот видите, прям сам пиано вот у меня растет неплохо, а вот потому что он цветет без мутации. А тот, который был с мутацией шикарный, развалился, в один момент остался пенечек. И вот Микки Кроун тоже процвел как то, ну как коралл розовым простым цветочком. Ну не совсем на коралл похож, но что-то есть общее. Ну, вы поняли, да? В общем, 2 товарища тут у меня растут. И вот как-то они, это Лимоша вам шлет привет. И вот как-то вот они не радуют. Не радуют. Но остальные более или менее. Есть биглип, который цветет постоянно, но не хочет расти. Но в этом году, в этом сезоне появился наконец-то листик у него. Биглип Валли. У всех так он себя ведет или только у меня? Здесь поляночка пятнистых красавец. И меня порадовал вот этот гибрид. Очень прикольный. Я вам часто его показываю. У него очень красивый, интересный цветочек. Вот, смотрите. Разбудил почку. И я вчера его дернула. Хотела его снять с полки, попротирать. Но я его прям на полке протирать пришлось. Потому что, девочки, структурные обои и, в общем-то, ризоиды на корнях приросли к моим обоям. Ну, так прикольно. Но я не стала его трогать. Говорю, ладно, стой и расти. Так, здесь тоже вчера был полив с цирконом и протирка листиков. В общем, всем досталось. Все красивые, все счастливые. Надеюсь, что после циркончика переносить высокие температурные показатели им будет легче. И смотрите, моя шелериана, с которой я сняла детку, вот цветоносик вновь растит. Она же, помните, это шелериана MSH. Вот она. Шелериана MSH. Девочки, она выдала цветонос осенью. Красивый у нее такой лист. И на этом цветоносе вместо ожидаемых, как я жду бутончиков, а вместо бутончиков появилась деточка. И потом эта деточка очень шикарно на 2 цветоноса процвела. Но она уехала к новой хозяюшке. Надеюсь, что все нормально, что она адаптировалась и пошла в рост. Вот мне кажется, что эта шелериана одна из самых таких беспроблемных. Ну, остальные растут.
растут и радуют. Так, это моя бабочка в флагроне. Очень хорошо пошла насчет корневого роста и листики. Очень неплохо. Так что, девочки, у кого есть проблемы, видите, у нее корни частично пропавшие, но флагрон помог ее, так сказать, направить на путь истинный. И пошел прям такой здоровский корневой рост. В горшочке тоже. Это вот вчера после полива. Все мокренькое, плохо видно. Но вообще в флагроне неплохо реанимируются и восстанавливаются орхидеи. Так, теперь у меня на сегодня, на завтра задание на этот стеллаж. Девочки, наконец-то появился. Ну, как бы она, в принципе, меня не огорчает. Это гигантея. Видите? Гигантея альба. Я прям на нее не дышу. У меня вторая обычная гигантея. Фаленопсис гигантея. Она у меня плохо себя чувствует, но я ее поменяла ей местоположение. И она сейчас на восстановлении. Там 3 листика несчастных, но это более или менее растет. И вот в прошлом сезоне вырастила вот этот листик. Она не такая уж и большая, как кажется. Должна быть большая, но лист у нее обалденный, видите? Он вообще не похож на листья обычных фаленопсисов. Это что-то такое выпуклое, мясистое, с таким сизым налетом. Вау! Еще, конечно, не цвела. Сидит в флагроне. Была в мхе по приезду. Тоже года 2 она у меня, или 3 даже. Не, наверное, года 2. И она вообще как-то так не сильно и хотела развиваться. Вот, смотрите. Фаленопсис гигантея. Вариабель. Или что это? Вариабеле насип. В общем-то, в палагроне неплохо растет. Сейчас у нее еще влажные корни. Вот их плохо видно. Вот, они уже подсохли. Корней немного, но вы знаете, мне не нравится, что она вот так выпускает корни от шеи. Ей что-то не нравится, она их, видите, куклит. В общем, будет полив с циркончиком, может быть, немножечко ей станет полегче, повеселее. Очень хотелось бы вырастить эту прекрасную орхидею. Вы же знаете, что в природе их нет уже. Это эндемик Борнео. Ой, орхидея, которая в теплицах, в частных коллекциях. В общем-то, леса вырубили, орхидеи эти все уничтожили, так можно сказать. В природе ее не встретишь. Очень много гибридов на гигантею, шикарных гибридов. В общем, она невероятная. Я недавно видела видео у женщины архамана, архолюба. Огромная выросла гигантея. Она сказала, озвучила размер самого большого листа. Самый большой лист у нее в домашних условиях 38 сантиметров. И она такой специальный горшок ей соорудила. Ну, класс. И она такая, вот ее надо вот... Ей хорошо, чтобы она свисала. Вот я ту вторую, которая у меня хромает, хотя она раньше приехала, ну, какой-то неудачный экземпляр с самого начала, вот плохо адаптировался. Я ее привесила в положении висячем, ампельном положении. Нету положения висячего. В ампельном положении, короче, я ее расположила. Я надеюсь, что она оклемается. Пробовала ту вторую тоже в плагрон, не зашел плагрон, очень вернула в кору, кора, мох сверху и коковолокно. Посмотрим. Так, в общем, тут у меня уже до цветашки. Ну, здесь у меня цветонос, смотрите. Этот умничек вообще. Это Луис Бюйс. Так, кажется, его звать. Я опять не подписала. 7-23 года. Нет, ну это вроде не его горшок.
Но у него здесь, смотрите, какой корневой рост. И он так хорошо просох, но еще не высох. Вот когда поливать орхидеи? Вот когда вот так, видите, вот серебристые корни, но это еще даже горшок, чувствуется, что он не пересохший. Корни напитые, но уже они как бы готовы, кажется, с виду, да, принять влагу. Но на самом деле в горшке еще очень даже влажненько. Поэтому я так смотрю по общему виду, что я еще денек-другой подожду. Тут особенно в плагроне еще тут все влажное, видите? Сейчас покажу вам, расскажу про эту, как себя чувствует. Ну, в общем-то, еще можно пару дней не поливать. Внутри там кора влажная. Мох уже подсохший, но кора видно, что еще влажная. Вот если вы решили поливать, и вы чувствуете, что горшок еще такой, ну, когда совсем высохнет орхидея, да, ну, не пересохнет, а хорошо высохнет субстрат, вы возьмете в руки, и вы почувствуете, что он такой легенький. На данный момент я держу горшок, он такой увесистый, то есть там внутри кора еще влажная, то есть орхидея еще влажненькая. И даже вот так, если покрутить, видно немножечко испарину. Поэтому, ой, цветет так хорошо каждый сезон. Видите, сколько столбуров. Поэтому я полив сегодня не буду здесь, на этой полочке делать. Не только судя по этому горшку, я так просмотрела, это у большинства такая ситуация. Хуже ситуация у таких горшочков. Хотя нет, тоже я вижу влажненько. Еще внутри влажненько, хотя серая корневая. Еще день-два можно подождать. Если вы решили полить орхидею, но вы сомневаетесь, подождите еще 2 дня. Так, это ж моя... Вот эту, кстати, можно полить. У нее мох уже высох. Вообще видно, что высох. Ой, корешок. Вот так посадила я свою тайсуку Анну, которая очень классно цвела в этом сезоне, но потом решила скинуть корни, как она любит. Все, как она любит. И вот такая посадочка ей зашла. Вот ее сегодня, девочки, полью. Ну, видно, что хрустит уже мох, пересохший. И внизу керамзит тоже, в принципе, сухой, хотя есть немножечко испарина. У нее даже тургор пропал, она цвела, и у нее прям тургор пропал. Сейчас уже можно палочки даже выкручивать. Она уже держит этот листик самостоятельно. Уже тургор вернулся, все хорошо. Я просто вот так опирала на палочку, чтобы вернулся побыстрее тургор. 3-й листик пошел. Думаю, что мы восстановимся на ура. Видите, живой мох и внизу плагрон. А здесь я сделала еще отверстие. Вот так в уровне повыше плагрона сделала отверстие, чтобы немножко воздух заходил. Да, тут надо будет посмотреть. Видите, есть вот этому варианту надо бы политься. Остальные вроде нормальные. Вот видите, говорят, плагрон долго, ну, быстро пересыхает. Да нет, они одинаково поливались, мох быстрее пересыхает, если он не набит. Стакан одинаковый. Видите, в плагроне еще нормально. В общем, я думаю, что завтра можно будет полить смело. Как раз до завтра у них будет время еще подсохнуть. Когда орхидея чувствует, что ей уже сухо, она начинает активно искать воду, то есть оживают эпикальные кончики корней, и она отправляется на поиски влаги. И мы с вами видим, говорим: о, орхидея проснулась, наконец-то, начался рост корней. Вот так вот. А когда ты ее заливаешь, то она и сидит. Не растит ни корни, ничего, и потом они еще начинают загнивать. Вот здесь еще влажненько. Я, по-моему, эту недавно подливала. Я так бывает бегу мимо, а если вижу, оно здесь в закрытой системе. О, тут еще влажно. Тут даже, вон, видите, развелась манка. Значит, этот вазон у меня слишком часто поливается, поэтому его надо подсушить, чтобы манка вот эта вот умерла. Она не любит, когда сухо. Так что вот так. Но с корнями, в принципе, соседство вот этого гриба и корней, я не заметила, что как-то
негативно сказывается на росте корней и на самочувствии орхидеи. Но все равно надо сделать вывод, это сигнал о том, что полив неравномерный, что посадка слишком для этого фаленопсиса слишком мелкая кора в посадке. Вот здесь, видите, камешки внизу, и там все прекрасно. Видите, как хорошо, когда камешки. Никакой тебе фигни вот этой. Так, это мой подарочек, мне подарили. Я только недавно срезала цветоносик, биглипчик. Забыла, как он называется. Ну, красивенький. Я буквально вот вчера срезала. С него это детка. Лена мне подарила детку. Вы видели эту красоту? Так, а вот, например, здесь, в закрытой системе, такого нет. А почему нет? А потому что крупные куски коры, и хоть есть мох, но есть, видите, добавка в виде камешек пеностекла. И здесь быстро просыхает. Это Оикс Мадонна. Этот корень, мне он так не нравится. Я все пытаюсь его туда... Ну, я думала залезть его, достать и оттуда вот как-то вот убрать. А потом думаю, ну, пускай будет. Зачем тебе его смыкать? Он просто вот так вот здесь сделал круг. И там, в общем, это старый корень. И он решил, отмереть. Вот такая вот Оикс Мадонна. Думаю, что она у вас у всех есть. Это, кстати, очень-очень сговорчивый фаленопсис, очень легко зацветающий, очень беспроблемный и имеющий такую жирную классную корневую. В общем, если кто хочет беспроблемную бабочку, Оикс Мадонна. Она уже отцветает, поэтому не слишком симпатичная. Хотя вот этот бутончик один из последних. Ну, что не симпатичная? Очень даже симпатичная. Так, а сейчас я отправляюсь. Мне нужно... Я там разобрала полку в другой локации. Там, где я поливаю... Боже, какой у Stone Dance класснючий листок. Вы видите? Лист у фаленопсиса Stone Dance. Посмотрите, какие цяточки. И смотрите, выгоняет цветонос, а тот еще не засушил. У него такие мелкие, красивые желтые цветочки. Класснючие. В общем, разобрала полку со своими гигантскими орхидеями. Так, сейчас надо тут все поставить на место. И полив там осуществила тоже цирконом. Протерла листики. Сейчас буду всех обратно составлять по местам. Покажу вам, на что там они у меня сподобились, красотки. Ну, а сейчас покажу вам вот эту красоту ароматную. Это мой любимчик Сангвинелла. Ну, вы понимаете, да? Это просто вау. Это аромат специй вперемешку с ароматом цитрусовым. Ну, это просто... Это вау. Сняла с него 2 листа. Что-то один лист засушил, потом второй. Я прям напряглась. Но я взяла хлоргексидин. И хлоргексидином его прям низ вот этот, всю шею, в общем, хлоргексидином забрызгала палочкой, там ватной везде позалезала при помощи хлоргексидина. Ну, как бы, ну, не хотелось бы Сангвинелла потерять вдруг ни с того ни с сего. Фаленопсисы часто могут так брык и все. Но он, конечно, такого классного, глубокого винного цвета. Невероятный. Правильная форма у цветочка, круглая. Ну, блин. Ну, выставочный экземпляр. И ароматный. Когда уже технологии дойдут до того, что мы сможем передавать запахи сквозь экран. Но он интересный. Интересный. Листик такой, знаете, аккуратной, круглой формы. Клевый. Отцвел мой хрустальный водопад. И что вы думаете? Только срезала цветонос, у него новый цветонос. Так, здесь тоже метушный товарищ. Сняла цветочек ему. Но это, по-моему, корень у него идет, а не цветонос. Это Мету Гигант Драгон Свити. В другой локации у меня личи. Свити я из мха пересадила в плагрон. В такой горшочек бусинка. Вижу растущий корень.
тоже уже пересох. И вот здесь корни начали расти, и листик растет. В общем, что-то он там начал у меня тургор терять. Я говорю, мету, говорю, ты чё? Говорю, не, срочно предпринимаем меры. Так, все эта красота цветет и цветет, цветет и цветет. Я вечно забываю название. Формоза Крэмбери. Формоза Крэмбери. С 23-го года она у меня. Гляньте, с 23-го года, но она как миничка. Я ей, конечно, она корней нарастила, я ей горшок дала сумасшедший. Ну ничего, можно было и поменьше. Тут рядом ну, такая красота, все никак не отцветет. Это у меня розетта. Розетта красотка. Очень интересная, казалось бы, простая, но у нее очень классная форма, и она уже доцветает. Уже все, видите, такие листики. Розетта. У нее тонкий корешок, хотя нет, не совсем и тонкий. Розетта. Вот розетта тоже просохла. Девочки, завтра 100% полив, потому что большинство уже подсохло. Тут я везде поснимала уже листики, вернее, ну и желтые листики, и цветоносики. Сандариве цвел у меня на один цветочек в этом сезоне, в этом году. Я говорю, ну, спасибо. Тоже манки там у него. В общем, этому просохнуть не помешает. Короче говоря, вижу те, которые посажены в маленькие горшочки и в крупные кусочки коры, как, например, вот это профар 6156. Видно, что уже просох. Видите, но тургор не теряется. То есть там в надрах посадки еще есть какой-то процент небольшой влаги. Вижу, что мои талумнии тоже просохли. Надо бы их и тоже полить. У меня их 1, 2, 3, 4, 5. И 6-я на блоке. Ну, я вам скажу, вот так. Когда в стаканчике с прорезями, вот тут видите прорези, кусочек мха и стаканчик с проветриванием. Видите, вот так ножницами сделала дырки. Вот так проливом поливаю. Они так лучше растут. О, аж шуршат. Лучше растут, чем они растут в закрытой системе. В коре у меня не получилось. У меня вот так они лучше растут, вот именно здесь. То есть вы найдете, когда свой подход, свое место. Доцветает у меня уже мой красавчик сапфир. Видите уже. И когда найдете им свой грунт, которым вы приспособитесь поливать, и они приспособятся жить, и плюс место, то у вас все получится. Единственное, теперь осталось их вот так, чтобы они разрослись и зацвести. У меня одна из них цвела, но очень красивое зрелище, мне очень понравилось. Так что все, друзья мои, сейчас покажу вам. Это моя, короче, Fairy Tail. Пошла расти наконец-то. Сидела синим. Ну, в общем, начала расти. В общем-то, иду сейчас, покажу вам, что там у меня с моими большими орхидеями. Ну, как вы видите, тут у меня раскардаш. Орхидеи, которые сняты с полки. Да, Жорочка, скажи, у нас тут рабочая обстановка, полив. Вот смотрите, какой у меня после обрезки цветоноса, какой у меня взрыв бутонов. Взрыв на макаронной фабрике, да, Жорик? Взрыв на макаронной фабрике. Скажи всем привет, скажи, девчонки, привет. Мы тут орхобалуемся. В общем, девочки, пополивала уже, попротирала, вон, видите, спонжами он все валяется. Спонжами листики, говорю, с цирконом и по листу, и вовнутрь. О, поналивала сколько, видите. В общем, это моя темная орхидея из торгового центра, из садового центра. Не помню, как она называется. В общем, по-моему, она no ID, как говорится. Но у нее ID есть, но она классная, классная. Так, это мое золотое яблоко. Смотрите, что он тут. Так, надо поприбирать. Мое золотое яблоко. Цвел этот фаленопсис великолепно. И вот сейчас новый цветонос растит. Жорочка будет наблюдать.
Вот такой вот красивый. Надо так, чтобы от света. Снимать от света. Чтобы свет падал. Вот так. Вот так лучше. Видите, вот какой цветонос. Толстенный. Листья. Ну, вообще супер. Корень пошел гулять. Ну, все как обычно. В общем, полила. О, водички уже попил. Больше наливала. Ну, тяжелый. Красавчик. Golden Apple. Кто там пришел? Костик. В общем-то, будем ждать опять ветку с цветами обалденным. Я не понял, а что это такое? Девочки, у меня нет куска листа нового. А кто это, что это? А, у меня, по-моему, упала орхидея, другая, фаленопсис, рядом стоящий, на него упал или что-то было. Такое ощущение, как будто кто-то отгрыз. Жорик, а ну иди сюда, будем выяснять. Девочки, это моя каменная роза. Вот она отцвела. Я срезала цветонос. И вот праздник продолжается. Шоу must go on. Видите, бутончики наращивает уже, формирует. Ну, такая молодец. Вторая моя тоже сейчас цветет. Все нормально. Корневая в закрытой системе. Видите, там у нее слой мха есть и слой волокна. Очень неплохо, очень неплохо. И новый лист успела вырастить. Видите, и цветет, и коренчики. Все как мы любим. В общем, сегодня, я вам повторюсь, у нас этот циркон. 4 капли на литр. Так, здесь у меня уже обработанные Тошка мой кокошка. Но Тошка мне не нравится. Не в плане, что мне этот фаленопсис не нравится. Тошка, вот это мне вот это непонятно что-то. У него полный горшок корней. Закрытая система. Там все неплохо. И нету манки, ничего. Ну ладно. Корни растит вот так вверх. Ну, такой вот он у меня ампельный. И вот на цветоносе, который все еще, ой, так много месяцев держит он его. Вообще ни одного цветочка не упало. С ума сойти. И смотрите, вот почечка. Девочки, у всех Тоша так цветет долго, продолжительно. Так, а здесь почка тоже, может, будет активной. Это то есть, если он отцветет, я смогу срезать цветение, когда это будет неизвестно. И тогда вот эти две почечки заактивничают, и то есть получится еще одно цветение. То есть получается какое-то беспрерывное цветение. На цветоносе прям нектар. А там бутончик еще, девочки. Вон, видите? А ну. А, вот так. Так он еще доращивает. Сумасшествие. Сумасшествие. Так, рядом с ним, ой, разлапистая моя красавица, бабочка кимоно. Такая вот. Тоже доращивает, доращивает. Эта удочка уже огромная. Ну, цветет. Вверх ногами, как угодно эти цветы. Ну, красотка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ого, еще 6. 6 бутонов. Листья получили ожоги в начале весны. Как-то солнце было высоко. Так, Измаэль я вам показывала пересадочку. Все с ней хорошо, нормально. Так, все замечательно. Так, и моя красавица. Сейчас, Жорочка, открою. И моя красавица, это Болонья. Заходи. Привет. Жорочка. Что, ты всех встретил? Молодец. В общем-то, Болонья все еще держит 2 цветочка. Ну, вот я буквально на днях здесь сняла. Завял. И вот доращивает еще. Но знаете, я уже довольна, что она засушила вот этот весь чистокол из цветоносов. Вот ее корни. Так, а это что такое? Ну это ж корень или это что? Или это дети? Или что это такое, девочки?
Не, ну это корень, это он просто так как-то... А, это он просто перестал активничать, а сейчас вновь заактивничал. Короче говоря, такая красотка. У меня есть от нее детка, которая у меня как дубль. Она потихонечку, да, наращивает корешки, очень маленькая. В общем, такие вот дела, девчонки. Все, я никак не решусь на пересадку Magic Art. Он не отцветает, девочки, он не отцветает, но вот листик растит новый. И смотрите, что тут творится в горшке. Ну, прям надо взять его. Ну, я просто думала все вот это обрезать, а потом думаю, ну, блин, жалко. Он такую красоту дарит. Но тут надо его обновлять. Надо там вот это где-то низ чикнуть, перебрать все корни. Хотя вот они вроде как и неплохие горшочки. Там корневой рост. В общем, листьев немного. Раньше было много. Он что-то последнее время как-то начал, видите, скидывать свои листочки. Но уже просто он очень взрослый. Смотрите, красавчик, растит новый цветонос. Вы с ним знакомы. Ни одного цветка с осени не скинул. О, он еще доращивает. Боже мой. Жорочка, да, я пройду, чтобы на тебя не наступить. Еще бутоны доращивает. Обалдеть. Но вы знаете, вот эти цветы, которые будут здесь, скорее всего, они будут вот такие бледненькие. Вот этот цветочек и бутончик формировался, когда было холодно. Выключили отопление, прохладно весной. И вот тогда он сформировался вот таким вот. Слушайте, пират опять чудит. Но опять вот это вот, не люблю я вот такое. Вот доращивает, и вот это начинается. Вот что это? Мутейшн. Вывалил губу из бутона. Обалдеть. Это у меня обычный стандартный пиратик. Такой красавчик. И кто стащил у меня Каринку? Жорочка. Видите, что творится? Жор. Ну, понятно, ребенок занят. В общем, короче говоря, пират, он бесконечно растет, растет, растет. Но почему он развернул цветонос в сторону комнаты от окна, мне непонятно. Видите? От окна отвернулся. Обычно всегда тянется к свету цветонос. В общем, только открыл бутон. Ну и здесь у меня еще вовсю цветение идет. Еще то осеннее, зимнее. Все еще цветем, доращиваем. Девочки, все хорошо, все хорошо. Кто-то отдыхает, кто-то цветет, кто-то доращивает новые веточки, оживляя новые почечки. В общем, праздник продолжается. Всем желаю хорошего настроения. Шлю вам позитив в ленту. Шлю вам позитивные вибрации. Пусть этот день принесет вам только хорошие эмоции и прекрасные впечатления. Пусть жизнь ваша наполнится красками. Всех обнимаю. До встречи в комментариях. Пока-пока.